Для вязания нам необходимо набрать четное количество петель. В высоту узор составляет 8 рядов, но они вяжутся очень просто. Я наберу для образца 10 петель плюс 2 кромочные, итого 12 петель. Обычным способом 2. Для образца петли набраны, одну спицу я достаю и начинаю вязать наш узор с самого первого ряда. Первую кромочную петлю я всегда провязываю лицевой, закрепляем край и начинаем вывязывать узор. Первый ряд мы вяжем все петли лицевые до конца ряда. Кромочную я вяжу изнаночной, можно вязать ее лицевой, как вам больше нравится. Второй ряд мы вяжем все петли изнаночные, то есть это как бы основа узора. Кромочная также изнаночной. И третий ряд мы вяжем таким образом. Первую петлю кромочную мы снимаем. Далее каждые 2 петли мы провязываем 2 вместе за правые стенки. То есть 2 лицевые петли мы из 2 вяжем 1 за правые стенки. Из следующих 2 петель также из 2 1. Далее из 2 петель 1. Из 2 петель 1. И последняя пара из 2 петель 1 кромочная, также изнаночная. Далее мы вяжем 4-й ряд. Кромочную петлю мы снимаем. Теперь количество петель нам нужно увеличить. То есть в 3-м ряду мы их уменьшали вдвое. Сейчас нам нужно их также вдвое увеличить. Первая петля мы провязываем лицевой. Далее мы вытягиваем вот эту вот петлю. То есть вот она как бы перемычка между 2 петлями, и из этой перемычки мы вяжем также лицевую. Далее лицевая из вот этой перемычки. Далее лицевая из перемычки. Лицевая из перемычки. Лицевая. Дошли до конца ряда, и не забывайте в конце ряда вот за эту перемычку провязывать еще одну лицевую петлю, иначе у нас уменьшится количество петель на 1, и кромочная изнаночной. Готово. Далее мы также вяжем 2 ряда лицевой глади, 5-й ряд лицевые, 1, 2, все петли лицевые до конца ряда. Кромочная, изнаночная. 6-й ряд все петли изнаночные, кромочную снимаем, все петли изнаночные. Эти ряды простые и быстрые в исполнении. Ну и сами букляшечки также быстро в исполнении. Далее у нас идет 7-й ряд. И мы также кромочную снимаем. И из следующих 2 петель мы вяжем 1 лицевую. То есть из пары 2 лицевые за правые стенки. То есть в моем случае это задние стенки. Мы вяжем 1 лицевую. Из следующей пары из 2 петель мы вяжем 1 лицевую, сокращаем петли вдвое. Лицевая 1, из 2 1, и последняя пара из 2 1, и кромочная, изнаночная. И следующий ряд, 8-й, нам эти петли также нужно увеличить 2 раза. Первая петля, вот эта первая, мы вяжем ее лицевой. Далее вяжем петлю лицевую из перемычки. Лицевая из перемычки, которая располагается между 2 петлями. То есть весь ряд лицевой, только 1
лицевая идет из петли, одна из перемычки. Лицевая, лицевая, лицевая. Не забываем в конце из вот этой самой последней перемычки вязать лицевую и кромочную. Все, узор наш готов. Образец, конечно, получился маленький. На большом полотне, на большем образце узор будет виден более отчетливо. Это изнаночная сторона. Как вы обратили внимание, вяжется узор очень быстро и просто. Ничего сложного нет. Узор, который называется букле с дырочками. Поближе покажу этот узор. Такой интересный, необычный для любителей шишечек, для любителей такого рельефного полотна. И с таким узором вы получите интересное изделие. Узор хорошо подходит для вязания, например, весенних шапочек, так как все-таки здесь есть небольшое присутствие отверстий. Я бы даже назвала таких ажурных отверстий, смотря из какой пряжи вы будете вязать. Узор хорошо подойдет для вязания каких-то базовых изделий, свитеров, джемперов, детских изделий. В детских изделиях приветствуются вот такие небольшие шишечки. Вот такой вот он рельефный, покажу сбоку. Вот они дорожки. Справится даже новичок. То есть, если у вас есть какие-то недочеты при вязании лицевой глади, то при вязании такого узора у вас получится всегда ровное и красивое полотно. Изнаночная сторона. Не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал, если до сих пор не подписаны. До встречи в новых видео. Пока!